Появилась карта. И по сути мы можем сделать свою первую книгу заклинаний. Сюда. Добро пожаловать в первый наш мир. Ну что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир, и добро пожаловать в продолжение прохождения сборочки Vortex. И да, я опять начинаю в главном меню загрузки, потому что у меня опять кое-что произошло. Давайте, не буду вас задерживать, продолжаем проходить. Приятного всем просмотра. И что же, сейчас у меня немножко подлагает. Да, всем привет, с вами снова эфир, и добро пожаловать в продолжение прохождения сборочки Vortex. Это уже у нас 10-я юбилейная серия прохождения данной сборочки. И вы спросите, почему же я начал вот здесь? Почему же я начал в главном меню? А ответ довольно прост. Я играл за кадром, вы уже можете услышать кое-какие звуки вон там, вот даже иконочка появилась. Кое-что произошло у меня за кадром, я немножко побегал, поиграл и говорил то, что я построю там колонию за кадром. Вот это вот все, вот. Ну и собственно, что у нас получается? Наступила весна. Во-первых, как можете заметить, в прошлой серии была зима, теперь у нас весна. И кто же ко мне пришел? Гоблин-торговец. Вот он, смотри, какой красивый. Он у нас продает всякие разные штучки. Что самое интересное, это контракт путника. Это, собственно, штучки, которые представляют особенные сложные к выполнению задания. И, естественно, получаем из этого особые ценные награды. Может показаться, что задание составил, ударив клавиатуры по чьей-то бы голове. Правы, но не в этом ли интерес. Если это контракт на создание, то это проверка того, насколько хорошо вы сможете оптимизировать свои системы создания. Если это контракт приключений, используйте его как отдышку от бесконечных расчетов необходимых ресурсов. Также, кстати, контракты можно получить за завершение линий сюжетных персонажей или за выполнение цепочки заданий из книги заданий. За их выполнение вы получите набитый мешок с наградой. Вот, собственно, он. Но проблема в том, что оно стоит довольно дорого. Оно стоит реально довольно дорого, и у меня 24 мистической монеты, к сожалению, нет. У меня всего лишь 17, а чтобы получить... сколько там? Еще плюс 7, да? Где ты, друже? Вот он. Да где он делся? А куда? Все? А, вот он, слава господи, привет. Чтобы еще получить, получается, 7 монеток, мы можем как сделать? Либо 28 слитков превратить в мистическую монету, либо 7 алмазов потратить на мистическую монету. В целом, мы можем потратить 7 алмазов на этом, но есть одно маленькое но. Даже не маленькое, я бы сказал, реально большое но. Она заключается в том, что у нас нету такого количества маны для того, чтобы нам выработать столько маны для того, чтобы превратить этот весь древесный уголь в ману. Точнее, не хватает нам маны для того, чтобы превратить столько алмазов в алмаз. То есть мы по факту можем всего лишь сейчас 2 алмаза превратить, и за это получить всего лишь сейчас 2 монетки. Но это, если честно, не прям чтобы сильно хорошо. Также, кстати, за серией, во-первых, умерло у меня 2 жителя. Это одно из маленьких нюансов. А также у меня в деревне появился кое-какой кентик. Крысолов или как-то так, чумной доктор вроде бы с крысы. Я его поместил вот сюда, но как вы можете заметить, его здесь, мать его, нету. Ну, то есть вот. Пусто. Да, здесь были 2 крысы, был чумной доктор, но сейчас почему-то его здесь нету. Почему его здесь сейчас нету? Куда он пропал? Куда он испарился? Одному лишь Богу известно. Проблема у нас сейчас заключается в том, что у нас очень медленно вырабатывается мана. Для того, чтобы это пофиксить, нам нужно сделать эндопламя побольше немного. Делается он в целом, на самом деле, довольно прост. Потому что у нас по факту все цветы есть. То есть вот они все есть, то есть их, во-первых, надо будет вырастить немного, но это не проблема тоже. Но самая главная проблема вот здесь, в эссенции природы. У моих сейчас всего лишь сколько? Их 2 штуки. То есть это по сути нам хватит всего лишь на 1 цветок. Как бы маловато на самом деле, потому что нам нужно немножко побольше. И для того, чтобы нам это все создать, мне бы хотелось бы, ну, посмотри, во-первых, у меня ресурсы есть, то есть вот пшеница, морковка, картошка, свекла, томат, капуста. Что там еще картошка? Картошка у меня растет сейчас, если я не ошибаюсь. Картошка у меня растет. А что еще нам надо? Что еще нам надо? Картошка, ну, лист салат это есть, пшеница и бутылки с семенами. То есть, по сути, это у меня все есть. Но, блин, как же это на самом деле муторно все делать? То есть, ну, это, по сути, можно руками это все как-то, ну,
сделать, да, логично, это можно все руками сделать. Но проблема в том, что это делается довольно долго. Прям, я бы сказал, реально очень долго. Вот, еще на один алмазик нам хватило. 3 алмаза теперь у нас. Я просто хочу это взять путник. Мне говорили то, что не надо это все, скажем, делать. Но можно посмотреть, за какие квесты мы можем получить. Мы можем за медный рюкзак получить, за кубок, кстати, мы можем получить сколько? Мы можем получить... Даже это можно посмотреть, кстати, на самом деле в заданиях, в мистицизме. Вот кубок. 3 штучки мы можем получить. Блин, на самом деле это хорошо. Нам, по сути, надо 12 монопыли. А нет, там делается всего лишь 2, да? Да, 2 слитка. То есть это нам нужно сделать 6 слитков. Это нужно нам 6 монопыли. 4 осколка, как раз которых у меня есть. Далее нам надо еще 4 золотых слитка получается. Кстати, ровно у меня все. Прикинь. То есть нам по факту надо сейчас 12 монопыли. Точнее, 6 всего лишь. О, 6 как раз ровно и хватило. А ну, слышишь, давай попробуем создать. Нам нужно 2 таких крафта сделать. Давай только посмотрим, как он делается. Да, кстати, в этой серии еще вот это мы... Короче, сейчас, пока подожди. Вот так мы соединяем сразу же. Только имейте в виду, что надо по одному крафт делать. То есть, вот первый будет крафт. Мешать, я так понимаю, ничего не надо нам, да? Да, мешать не надо, просто закинуть. Давай сразу же тогда сейчас сделаем все это по фастику, по-быстренькому. Так сейчас организуем все, чтобы это было у нас. И 2 золотых слитка, и мы получаем еще 2 слитка волшебного золота. Отлично. То есть в теории мы уже закрыли одну подзадачу, которую мы должны были сделать в этой серии. Это, собственно, сам кубок. За это мы получаем квест. 3 мистических монеты. Отлично. А этот кубок, кстати, мы сразу же можем поставить вот сюда, потому что он сюда и должен идти. И где наш гоблин-торговец? 2 яичка, кстати. Где наш гоблин? О, вижу. Вон. Здорово. Так, дружно, мне надо у тебя немножко торгануть. Блин, ты дурак немножко, я забыл. Точнее, как ты. Я дурак. Подожди, сколько нам надо? 24, да? 24, это у нас уже 3 есть. В теории 20 есть. 3 алмаза есть. То есть нам еще нужно на 1 алмаз накопить маны. И у нас будет в этой жизни просто все прекрасно. А у нас еще и хватает этого всего. Все, иди сюда, друг, иди сюда. Все точно? Да, все точно. Иди сюда, мой дружбанчик, где ты, друг мой? Во, вижу, здорово. Давай, на тебе алмазы. И давай сюда контракт путника. Все, есть. А ты можешь идти и на тебе бутылочку меда, если хочешь. Не хочешь? Ну ладно. Да, кстати, новый ребенок вырос. Ладно, спасибо большое. Да, сейчас у нас, кстати, идет в колонии постройки. Строится сейчас, вроде бы склад уже построился за серией. Что-то сейчас помню, не помню еще, что-то делается там. Давай сделаем, посмотрим, что контракт путника. Прокатиться на лошади 5000 блоков, посетить все биомы Незера, убить босса без мода Reds, найдите все строения мода. Иди-ка ты знаешь куда. Бля, реально кто-то отбитый на голову делал эти все квесты, я тебе отвечаю. Что это такое? Ну, мы можем посмотреть. Мистическая монета 512. Блин, ну, кстати, на самом деле, много всяких хороших, получается, достижений. Все виды террорийских ник с максимальным уровнем. Не, ну, ладно, квесты хорошие. Также, кстати, пока недалеко отходя от кассы, я хотел бы сделать вот это. Надо сделать флибустер. В целом, он делается довольно просто, но сюда надо немножко потратить дерево. Ну, я бы сказал, даже немножко потратить дерево, но оно того стоит. Я просто вам покажу потом зачем. Давай делать маленькую мачту и делаем флибустер. На самом деле, вот это сейчас задание. Во-первых, флибустер это тоже неплохо. Даже можно оставить, на самом деле он пригодится. Во-вторых, пошел на улице дождь, я не знаю, можно ли пропустить, к сожалению, нет, но окей. Дело в том, что данный флибустер открывает мини-карту Journey Map, отображающая окружающие ландшафты и существа в правой части экрана. Да, ребята, смотри, справа сверху появилась карта. У меня вот метки появились. Ну, правда, я вот могу теперь метки создавать, да, но полная карта мне недоступна. То есть что-то мешает все-таки. Вот новая база у меня метка тут есть, я ее создал. Но правда я не знаю зачем она мне, но окей. Да, мы выполнили здесь квест. Дальше как раз таки отправьтесь в приключения с модом Mind Cells. Вот как раз таки то, что нам и надо. Для того, чтобы отправиться туда, нам нужно... Что? Нам нужно сделать вот эти вот приколы. Да, нам нужно сделать броню. Вот эту вот. По сути сколько? Давай посчитаем. Стальной слиток, это если что, надо просто железный слиток переплавить. 3, 5, 6. 6 железа. Нужно немножко порадуть, так скажем. Давай, дуйся.
Далее. 4, 6, 10, 14 нефрита. Слава богу, такое количество у меня есть. Тут золотой слиток. Раз, 2, 3, 4, 5. Короче, ну пусть будет 7, ладно. Далее, здесь нужен рубин 1. В целом, окей, не проблема. И все. Да, по сути, нам нужно дождаться, пока здесь сейчас стальной слиток сделается. У нас будут все ресурсы для создания брони. Также, конечно, желательно было бы это все зачаровать. Было бы, ну не знаю, просто прекрасно, если бы это получилось. И, кстати, почему у меня здесь ничего не освещено? Кто мне скажет? У меня здесь теория, монстры могут появиться. Ну, то, что здесь, конечно, это круто, они появляются, но так-то реально могли бы появиться здесь и могли бы меня убить, и было бы не прикольно. Кстати, по поводу наших пчел. Что у нас там пчелы? В прошлой серии я почти к ним не заглядывал. Сидят вроде бы, болтают. Куча мне сот уже накопили. Причем реально куча сот. Куча меда накопили. Спасибо большое. Это большая благодарочка за это. Мы можем их отправить сейчас все соты вот сюда. Скоро, блин, у меня сундук с сотами забьется. У меня смотри, сколько меда. Я еще даже не все железные до сих пор вот сделал. Не железо, но куча. Ну, пусть плавится как раз. Ну и давай делать броню. Нагрудник, шлем, поножи и ботинки. Отлично. Броня есть. Но пока я одевать ее не буду, надо сделать еще катан. Здесь еще 2 слитка золота надо. Это у нас есть. Здесь 3... Ух, слава господи, у меня всего этого хватает. На, плавься. Хотя он очень быстро плавится на самом деле. Катана. Здесь у нас надо 2 кожи и палочка. Давай делаем сейчас рукояточку. 2 слитка вот этого вот крутого. И еще 2 золотых слитка, кстати, которые у меня как раз и осталось. Блин, ты прикинь, как все круто. Прям реально все очень круто. Прям реально очень круто. И да, далее нам нужно будет создать в этой серии желательно вот эти вот предметы. То есть нам нужно еще будет сделать орнаменты. Это нам нужно еще 4 сделать слитка волшебного золота. И... ну здесь в целом не проблем. Окей. Ну, жизнедеревянная кирка вообще халява. Вот, все. И, естественно, хлипкий журнал. В целом, я даже сейчас могу на самом деле это сделать, кроме трости изобретателя, потому что здесь нужно орнамент. Но орнамент мы можем легко... ну мы не сможем даже получить, потому что нам нужно золото, у меня золота нету, к сожалению. Ну ладно, зато у нас есть теперь катана. Учитывая, что у меня сейчас 9,5 на мече алмазном, при скорости 1,6. Здесь у нас 7 урона, но при этом скорость атаки 2. То есть теория это будет компенсироваться. Тем более она выглядит очень красиво на самом деле. Поэтому будем использовать ее, но на всякий случай, если что, положу сюда алмазный меч, вдруг сломается. Ну и самое главное, это броня. Вот такая вот, смотри, теперь у меня красивая бронька. Я не знаю, посмотреть могу. На термонокарту смотреть. Да, вот такая вот красивая у меня теперь бронька. Вот такая вот, смотри. Вот такая вот, красивая, да? Вот, да. И защищает она... Я бы сказал, капитально она защищает. Вот. Ну и все, да. В целом, больше у нас ничего прям такого чего-то нету. Можно еще бутылочки меда, кстати, позакидывать в рюкзак, чтобы наверняка. И да, в целом мы готовы отправляться в Майнселс. Вот. В целом мы это все сделаем чуть попозже. По сути, ну мне просто золота не хватает. Сделать курильницу, мне надо золото. Сделать заклинатель душ, мне надо золото. Для того, чтобы сделать вот этот вот трость изобретателя, мне нужно золото. Для Тама мне нужно золото. Ну, то есть мне буквально для всего надо тупо золото. Ну и можем еще рюкзак в целом сделать, который делается в целом довольно просто. У меня просто не было много лена, который у меня сейчас растет буквально вон там на берегу. То есть мы можем даже сейчас, по сути, это все сделать. Все ближайшие источники воды наполнились грязью. Вам не стоит сегодня купаться. Да я не собирался на самом деле. Думали, что я купаться? Ну, чуть-чуть, ладно, чуть-чуть надо. Я еще и так искупался. Что у меня теперь... Блин, беда. Чуть покушать. Да, у меня есть теперь 5 льна. В целом мы можем немножко марку... Вау! Вы че? Я не понял. Вы чё? Вы чё? Ну не лезьте ко мне. У меня тут вырастает все. У меня тут растет... У меня тут все вырастает. Устрелись. Чё так? У тебя 16 прочности, но 10 урона. Ты прикалываешься? Визуализатор памяти нужен. Точнее, для него нужно визуализатор. Да, ну и все. В целом, все, что нам остается, это отправляться лишь в Майнселс. У меня льна всего лишь 11. Ну хотя мне хватит для создания рюкзака сейчас. Мне всего лишь надо, по сути, сейчас 2 нитки. Есть такое. Мы сейчас сделаем 2 мешка. Блин, не хватит. О, ладно, склад не был достроен. Прошу прощения. Ну хотя я, подожди, я смогу сейчас костной мукой сейчас дернуть. Ну у меня задание уже выполнено.
Да, мне даже крафтить ничего не надо. Мне тогда даже... Да, все тогда. Тогда не надо мне даже ничего делать. У меня рюкзак уже есть. Мы получаем, кстати, очень крутое, на самом деле, улучшение кормления. Мы можем его закинуть вот сюда. И сюда мы можем закинуть, ну, по факту, весь тот мед, который у меня был, мы можем закинуть просто вот сюда. Даже вот в руку ничего не брать, вот, оп. Все, я выпил. И у меня бутылочка осталась в рюкзаке, да? Да, вот смотри. Мы можем сюда еще чего-то положить интересно. Например, вот тряску мы можем сейчас где-то тут дернуть немножко. Мы можем один какой-то, одну какую-то печку сейчас сломать. Сделать с помощью нее коптильню, чтобы немножко подкоптить трясочку. Ну так, слегонца, знаешь, так чисто чуть-чуть можно подкоптить ее. Где мой весь уголь? Вот он, здорово. На, плавь мне немножко ребехи, пусть будет, потому что дело в том, что здесь... Как вам сказать? Здесь мед, ну вообще мед в Майнкрафте, он питательный, но не насыщаем. То есть у меня даже сейчас по факту, надо, кстати, поставить... блин, я здесь не могу поставить. Просто дело в том, что он сейчас будет хавать мне, даже в том случае... ну хотя я улучшить могу. Да, видишь, я улучшить, ну у меня золото опять-таки. Но в целом мед, ладно, без разницы, да, меда мне должно хватить. Окей, давай тогда отправляться в мир Майнселса. Это находится вон там. Метки у меня должны, кстати, вот здесь теперь появиться. Но если нет, то ладно. Давай, кстати, еще заглянем перед этим в колонию, потому что у меня же построился здесь склад. Вот он, да? Вот, смотри, какой красивый склад. И теперь здесь будут храниться все ресурсы для наших жителей. Вот, смотри, сколько здесь мест. Эти все ресурсы будут нам притаскивать в скором времени житель, курьер, который у нас вот здесь будет строиться. Ну, видишь, он сейчас добывает здесь земельку. Вот. Наш шахтер как по-прежнему не работает. Кстати, по совместительству у нас заболел этот дровосек. А тебе нужна куча дубовых вещей, потому что ты уже там докопался, так понимаю, ну да, до недр вулкана. Но ты-то меня-то подождешь. У меня тут другая проблема. Мой доктор заболел. Точнее, мой вот этот залетел. У меня дровосек заболел. Че я заплетаюсь-то? У меня грипп. Мне нужно лечение с помощью одной морковки и одного картофеля. Окей, сейчас сделаем. Подожди, братка. Я надеюсь, у меня, ну, жители адекватные. Я надеюсь, фермерша тут хотя бы что-то делает. А где она, кстати, делась? Здорово, что ты не работаешь? Где работать? Мне надо одна картошка где-то. У тебя картошки нету! Ты чё, вообще дурак? Кстати, салат можно забрать на самом деле. Дело в том, что они не хавают салаты. Это то, что я успел вычислить. Да, но тогда я... Сейчас я тогда чуть-чуть пожертвую нашими колонистами для того, чтобы дать нашему дровосеку похиляться. Да здесь у меня блок исчез, интермен был. Да, потому что, видишь, он вообще перестал копать, и здесь уже все выросло. Он уже довольно, я так понимаю, давно у нас этот заболел. Вот видишь, хиляется. Какую-то музыку даже, кстати, слышишь? Да, я так понимаю, он долго будет лечиться, кстати, на самом деле, потому что он уже у меня стоит долго. Ну ладно, пусть себе стоит, окей. Пусть он у нас, как говорится, понемножку вырастает. Также у нас начинает работать наша... Куда она подевалась? Ты чё? Я не понял. Фермерша, ты чё не работаешь? Тебе надо морковка и картошка. Ну, так у тебя вот растет, смотри сколько. Я же могу здесь все собрать тебе. Вот, на тебе 19 картофана. Вот, на, держи. На, держи. Вот, куча картошки у него есть. Куча морковки есть. Чё ты не хаваешь? Иди сади. Не, чё ты не садишь? Иди сади. А мы отправимся тогда в мир Майнселса. Нам нужно как раз флибустер поставить. Выглядит он, конечно, так себе. Нет, я не смогу. А я сломать могу? Я же не могу ездить, потому что у меня сейчас сезон, точнее не сезон, а не подходящий день. Черт. Ну ладно. А если я сейчас пойду к нашему жителю, который шахтер, он мне интересно золото добыл? Блин, если он сейчас золото добыл, он будет самым лучшим строителем. Так, куча меди. Кристалл отражения у него какой-то появился. Куча булыжника. Прям реально много булыжника. Ну и все. Куча меди. И в целом больше ничего такого прям нету, да? Ну, железка есть чуть-чуть. Осмия, лазурита, меди. Тут у нас немножко олова. А, кстати, еще салат есть. Заберем. Вот так вот, прикинь. Нету у нас, к сожалению, золота у шахтера. Ну, наверное, он пока не добывает его. Хотя железная кирка должен добывать. Ну, ладно, пусть будет. Мне без разницы в целом. Он все равно он добывает и молодец. Вот, на этом остановимся. Он добывает и молодец. У нас наш строитель вообще легенда.
клиента. Он сейчас строит хижину курьера. И вот с хижиной курьера мы зацветем, потому что начнет курьер разводить ресурсы по деревне нашей, по колонии. Но пока я называю это деревней, выглядит пока это как деревня. Вот. И у нас будет, собственно, все хорошо работать, потому что у нас наш строитель, точнее наш курьер будущий, будет у нас приносить все ресурсы куда надо и куда надо. Даже, кстати, у нас дом прокачается в скором времени, надеюсь. Надо, чтобы он прокачался. Можно сразу же закинуть в склад на улучшение. В целом, я думаю, то, что... Ну да, здесь, по сути, надо просто куча булыжника. Пусть тоже на улучшение идет на 2 уровень. Почему бы, собственно, и нет. Да и все, да. В целом все. Нам сейчас нужно отправляться домой, ложиться спать, и на следующий день уже пойдем в измерение. Пока мы можем посмотреть, что мы еще можем соорудить, на самом деле, из такого интересного, так скажем, потому что хотелось бы что-то интересное сделать. Можно в целом хлипкий журнал сделать, знаешь, потому что у меня все для этого ресурсы есть. Здесь нужно всего лишь 2 обычных пояса, это по сути вообще халява. А можно буквально сейчас пойти и кожу немножко получить с помощью маны. Надеюсь, здесь маны хватит для 3 кожи. Конечно, хватит. Сейчас мы сделаем тогда хлипкий журнал. Кстати, сегодня у нас ребенок вырос. Реально. Можно ложиться спадки. Да, желательно бы, конечно, 30 уровень получить. Но уже ладно. Событие подошло к концу хорошего дня. Спасибо. А, здесь еще 2 кожи. Невезуха. Так, 2 кожи есть. Далее, что тебе еще надо? 2 меди. 2 меди. Это есть. Сюда 2 свитка и 1 эссенция волшебства. И по сути мы можем сделать свою первую книгу заклинаний. Сюда. И да, за это мы получаем также квест со священным свитком регенерации. Мы можем его использовать к поселенцам, которые, если что, там будут под воздействием какого-то страшного события. Мы тогда сейчас возьмем, где наш писарский стол. Куда-то его, вот он стоит. Сейчас мы закинем сюда книгу и закинем сюда наши заклинашки. Блин, кстати, на самом деле я бы что-то, может, у меня еще есть. Потому что у меня в теории же должны быть еще заклинания. Ну, огненный снаряд, стена огня. Может, у меня еще что-то есть. Но я сомневаюсь. Ну ладно. Окей. Пока книгу мы положим, потому что мы колдовать все равно пока не можем. Пусть она пока у нас лежит. Давай отправляться в измерение Mind Cells, которое как раз таки нам и нужно. А дальше по квесту как раз таки. Вот оно. Побег из Шоушенка. Подземные камеры. Вот как раз туда нам сейчас и нужно отправляться. Только сейчас бы на самом деле вспомнить бы, куда это нам нужно отправляться. Блин, ты смотри, как он быстро плывет. Прям я бы сказал бы, очень быстро плывет. Нам нужно вроде куда-то вон туда, если я не ошибаюсь. Там где-то мы находили наш первый портал, так скажем. Но если я, по крайней мере, не ошибаюсь. Вроде бы где-то там. Блин, был бы у меня доступ ко всей карте. Было бы просто прекрасно. Но у нас к мини-точкам есть. Точкам телепортации есть эти. Блин, кстати, интересно. Выпадет или нет? Он не выпадет. О, это я дурак. А мне, наверное, описание здесь было, да? Для последнего не помешал бы подходящий транспорт. Ну ладно, окей. Потеряли мы все ресурсы, которые у нас были. Ну как, нашего корабля крутого потеряли. Ну ладно, чё, ничего страшного. Итак, где-то вон там должен быть портал. Где-то здесь, только вот где я не помню. Вроде бы где-то в той стороне. Я даже вот по миникарте вижу, там какой-то есть кусочек непонятный. Гнилая плоть. А, да-да-да, вот смотри. Вот он, да? Тюремные камеры. Давай сразу же здесь создадим метку. Тюремные камеры, в целом, я думаю, так назвать. И что же? Добро пожаловать в первый наш мир. Итак, достижение получено. Кстати, сразу 2. Ну достижение и квест. Давай сюда пока все запихнем. И что у нас далее? Монстроматериалы, клеточный верстак. Это все нам нужно, походу, где-то здесь искать, открывать. И что? Здесь у нас будет много боссов. Вот если через вот это вот сейчас нам переступить дорогу, здесь будет кто-то появляться, если не ошибаюсь. И да, здесь очень много лута. Прям я бы сказал, очень много. Поэтому лутайте. Реально лутайте. Потому что здесь много реально чего можно залутать. Ну, оно, конечно, не прям чтобы крутое будет, но реально что-то даст. Вот, например, метательный нож можно взять. В целом тоже очень даже неплохо. Течение тотальности какая-то тоже можно сюда закинуть. Пока монстров никаких нету, это хорошо. Кстати, первый сердце зомби. Ох, а вот это, кстати, очень круто. Это реально, прям, я бы сказал, очень бы круто. Лечебная склянка, кстати, тоже штучка прикольная. Благодаря ней мы сможем хиляться. Я бы сразу всю еду бы закидывал вот сюда, для того, чтобы мы могли все буквально туда сложить. Но мы в любом случае не все сможем сложить.
Ну ладно, давай идем сюда. Что у нас здесь? Давай сюда сразу факел поставим. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый минус. Получаем за это достижение, кстати. Не, ну блин, на самом деле, я так смотрю, здесь настолько мало лута, это просто жесть. Ну то есть он, да, он есть, естественно, но он очень маленький. Вот тут кто-то появляется. И даже в целом видно по вот этим вот меточкам, что тут кто-то есть. Новый рецепт клеточного. Кровавый меч. Спасибо. Да, то есть тут, ну, не прям чтобы много, если на самом деле что лутать. Ну, для новичков, да, здесь реально много чего есть, чего лутануть. Но для вот такого, как я, вот и сейчас был за звук. О! А здесь подъем есть. Вот ты мне сейчас, я тебе очень помог. Широкий меч. Ема, у тебя урон. Он еще и одноручный. Добыча 2. Он довольно быстро бьет, еще и много урона наносит. А прочность 1000. Это прям очень круто, классно. Опа, столетие. Блин, это прикольная штука. Я ее хочу забрать. Очень прикольная штука. Столетие трофеев. Откройте 100 индивидуальных контейнеров с добычей. Грубо говоря, откройте 100 сундуков. Приятно, спасибо. Так, смотри, я куда-то пришел. Во-первых, верстак из клеток, который ничего не делает. В теории, да, вот смотри, мы можем много чего создать. Прям очень много чего. Вот тот же самый широкий меч можем создать. Щелкунчик, множественный лук. То есть вот это мы все здесь можем создать. Я пришел сюда, и в целом это по сути продолжение. То есть это можно сказать... Можно даже заходить сюда. Это у нас второй регион уже. И здесь уже будут и мобы посложнее. И... Вау. Мы получаем руна тропы. Благодаря ней мы можем вон вернуться обратно. Куча новых рецептов и новые достижения. Такая тишина. Да, здесь и вправду тишина. Мы можем в теории вернуться сейчас в обычный мир. Также мы можем телепортироваться, по сути, обратно же сюда. Вот эти твари... Они очень опасные, поверьте мне. Я играл в целом в эту игру до этого. Вот, видишь, что здесь падает? Клеточная сталь здесь падает. Куча всяких прикольных, вот золота, например, здесь падает. Здесь уже, ну, лут, ну, так скажем, не из детских, так ну, можно выразиться. Здесь стало намного интереснее все выглядеть. Здесь, конечно, да, монстры будут посильнее. По причине того, что у него здесь... Есть, если не ошибаюсь, где-то... Блин, кстати, это было сейчас на самом деле опасно. Вон, видишь, что стоит? Здесь стоит вот эта вот херня, которая защищает этих, собственно, существ от атак. Вот, собственно, все, что я могу сказать, это вот, имейте это в виду. Это довольно, я бы сказал, противная штука, как и в настоящей игре. Глаз монстра будет сожрать, если что. Так, вот это что-то интересное. Слева у нас какой-то торговец или что-то наподобие. Ох! Ты чё так пугаешь? Вот это он сейчас на меня выпрыгнул. Вот это сейчас было прям неприятно, я бы сказал. Вот это я прям испугался немножко. В этой стороне где-то находится торговец какой-то, если я правильно понял. Где-то там. Предполагаю, в самом конце. И, кстати, что я самое интересное заметил, что здесь день идет. То есть на миникарту посмотреть, здесь идет день. То есть даже если так подумать, в теории здесь может наступить ночь. И вот куда-то мы приперлись. Куда-то в конец. И что у нас тут из интересного? Ну, глаза, понятное дело. Ты где? О, здорово. А что ты от меня хотел? Что ты сюда меня привел? Здорово. Зачем ты меня сюда привел? Что тут? Ты меня вот в это здание ведешь? Реально? А что здесь такого интересного, скажи? Ну, я вижу мобы здесь, кстати, которых я пробивать не могу. Здесь стоит защитник их сраный. Блядь, это сейчас было опасно, кстати, на самом деле. Кстати, наступила ночь. Здесь появилась, ты просто смотри, какая огромная стена. За которую выйти нельзя. Я в теории пришел в конец, ну не карты, а в конец...
Ну, на восток в конец пришел по сути своей. А где тогда, скажи мне на милость, следующий этот? Привет, статуя короля. Вот еще, кстати, стена. А нет, это шах. Но я, скорее всего, понимаю то, что за ней тоже где-то там находится, типа, вот эта порода. Ну, либо это что-то типа а-ля горы, тоже может быть. Так, ну я вернулся назад. Здесь, вот, смотри, росток, который нам нужно... Ну, это руна тропы обреченных, то есть где-то мне надо было руну найти, я так понимаю. Она ведет нас куда-то наверх. Не, ну в теории-то я могу блоками взорвать. Или не могу. Давай проверим. Вроде могу, еще как. А нет, не могу. А где мне эту лозу найти? Ой, иди. То есть это в теории она должна быть где-то там? Ну да, это одинаковые руны. То есть руна должна быть где-то там. Да, руна где-то там. Где? Во, смотри, здесь какой-то спуск есть. И вправду спуск. Так, здесь с помощью лозы можно будет выбраться. Элитный обелиск. Что происходит? Боссик появился. Но наносит, конечно, настолько вот это опасно. Я боюсь, я не знаю, что он делает. Что-то сделал, но что я не знаю. Все, рассыпался. И мы получаем с помощью него руну лозы, которую, предполагаю, можно использовать. Да, все верно, можно использовать вот здесь. Джек и бобовый стебель. Достижение, конечно, прикольно. И вот, пожалуйста, вырастает прикольно. То есть, в теории теперь мы можем... Да, видишь... В теории теперь мы можем сюда подняться. Так, ну здесь ничего я не вижу интересного. А, вот, смотри, есть какой-то лифт. А, вот, смотри, пошел наверх. И тюремные башни. Вот опять у нас появился верстак, вот этот клеточный. И третий уровень. Это у нас тюремные башни. Ну, давай пошли. Посмотрим, что ты здесь покажешь нам. Давай, покажи мне, да скажи, что ты здесь нам покажешь сейчас. Руна тюремных башен. Кстати, руна лозы на самом деле не бесконечная. Наверное, зря ее сейчас не еще ни одну не собрал. Ну ладно. И что? Электрическая плеть, слиток, сила 2. Мне куда? Наверх. В целом да. Правду. И да, смотри, теперь мы наверху. Я слышу каких-то... Инквизитор, новый моб появился какой-то. Но не страшно, я так погляжу. Вон там у нас портал находится на следующую территорию. Не, кстати, стал потолще, чем обычные мобы, так сказать. Ну окей, пошли тогда сюда. Вот это сейчас было сильно опасно. Воу, ты кто такой? А я сейчас умру. А я умер. Так, ну я умер, но возродился. И вот, руна тюремных башен. Мы можем в целом телепортироваться. Да? Или что? Не, но перед этим я бы все, конечно, вот это все выложил. То, что у меня здесь лежит, и то, что мне явно сейчас не надо. Вот, к примеру, как ее использовать? Используйте на проходе. На проходе. Сейчас. Вот на проходе. Реально, тюремные башни. И вот мы телепортируемся в тюремные башни. Да? Если я правильно понял. Да? Да, смотри, реально, тюремные башни. Прикол. Так, здесь, кстати, интересно, смотри, здесь какая-то интересная штука. Вернуться на поверхность. Я не знаю, правда, что... Ты так делаешь? Как? Она меня телепортировала куда-то наверх, типа дальше. Интересно. Итак, по миникарте я вижу то, что это буквально последняя башня, которая меня здесь ждет. То есть мне буквально нужно от этого вот букашек избавиться. И вот здесь где-то телепорт на новый этаж. Вот эти, кстати, твари очень болючие. Их нужно в первую очередь убивать, потому что они реально очень болючие и доставляют очень много проблем. И что я могу сказать? В целом, все. Вроде бы я справился. Я так предполагаю, то, что мне надо явно не наверх. Да, я так понимаю, вниз, поэтому мы просто сейчас спускаемся в самый низ. И доходим до... Так мы глубоко спускаемся до Черного моста. Я без понятия, что это значит и что бы это могло бы значить. Но факт есть факт, что вот, пожалуйста, нам еще надо пройти на Черный мост. Поэтому телепортируемся. Я не знаю, что меня здесь ждет. Честно, это получается 4-й мир, да? Да, это 4-й мир. И привратник, что? Смотри, привратник сверху. Наконец-то минутка спокойствия. Руна Черного моста. Да, мы ее можем использовать, если мы телепортируемся в обычный мир. И смотри, сверху приврать. Я не знаю, конечно, готов ли я к нему. У меня просто проблема в том, что у меня еды мало осталось. Ну, давай попробуем. Это, я так предполагаю, босс, да? Ого! У него 300 хп. Мне нужно быть с ним очень аккуратным. Черт! Смотри, что самое интересное. Я так предполагаю,
Он, во-первых, не хиляется, это во-первых. Во-вторых, самая его, по сути, болючая атака, это его так называемый вот этот вот огонь, через который нужно просто брать и прыгать. По сути, все. Это реально... Вот это тоже, на самом деле, такая себе атака. Вот, но от нее тоже в целом возможно избавиться. И последний удар. Бум! Вот и все. Наш дружий-привратник погиб. Мы получаем очень много всяких приколов. Стволовая клетка босса. Вот мы можем снова его вызвать, если что, снова убить. Я не знаю, есть ли в этом какой-нибудь, конечно, смысл. Пусть будет. У меня, кстати, какой-то, видишь, обезоруженность достижения. И мы можем вернуться в обычный мир. Что у нас, кстати, по квестам интересно? Ну, вот она, да? Вот он. То есть, подожди, мы прошли полностью весь этот данж? Это хочешь сказать? Не, ну есть, подожди, есть вот здесь что-то наверху. Я так погляжу. Давай сейчас подглянем. Мы можем подняться наверх, да? Или нет? Или это все? А по всей видимости, это реально все. Да, это по всей видимости реально конец. Мы полностью прошли данные измерения, я так предполагаю. Но я точно знаю, что в этом моде есть еще боссы. Я это точно знаю. Вот мы можем вернуться в тюремные башни. А вот если мы телепортируемся сейчас вон туда, ну то есть пойдем в эту сторону, то там будет отправляться в обычный мир. Да? Ну да, вот, пожалуйста, мы телепортируемся. И все. Мы полностью прошли измерение Mind Cells. Это, конечно, хорошо, но нам пора домой. Дом у нас с той стороне. Поэтому, да, нам надо отправляться домой. И что я могу подытожить на данный момент? Во-первых, я нашел вот такого Джону Громилу, с которого, кстати, падает сердце зомби. Но, я так понимаю, даже не 100% шансов. Но он здесь есть. Это круто, это классно. Во всяком случае, он здесь хотя бы спавнится, будем это иметь в виду. И все, что нам остается, это отправляться спать. Ой, да, ой. О, уже середина весны. Реально, середина весны. Что я могу вам сказать? Я могу вам сказать то, что у нас довольно много лута. Я бы сказал, прям реально много лута. Но на самом деле, я даже, честно говоря, не знаю, что в этом луте прям, знаешь, такого полезного, что... Ну, лечебная склянка, она реально очень полезна. Пчела и болит, реально. Ладно. Да, то есть, в целом, круто, мне понравилось. Ну а с другой стороны, мы можем сделать огненный стержень, кстати, это очень хорошо на самом деле. Да, с другой стороны, ну не прям чтобы тяжелое было измерение, то есть, ну, да, прикольно, но прям чего-то сверхъестественного я не заметил. И вот такой, кстати, у нас теперь есть трофей тут друга, который нам делает вот такого. У нас теперь есть вот такая статуя, 100-летний трофей, который показывает, что мы открыли целых 100 сундуков с уникальной наградой. И что? Вот это, кстати, стволовая штучка, которая у нас здесь есть, стволовая клетка босса. Во-первых, можем получить за это квест монстра материал. То есть это достижение, вот я выполнил. То есть мы можем сейчас сделать вот так, да, и мы получим книгу на бесконечность. Честно, я без понятия, зачем она мне нужна, нужна ли она мне вообще. Ну, то есть такое, знаешь, сомнения маленькие присутствуют насчет этого, но самое главное, это 2 сердца зомби. Вот это реально очень круто, потому что именно благодаря этому мы можем много чего сделать. В том числе мы сейчас, по сути, мы можем сделать уже новый золото, которое волшебное, можем сделать трость изобретатель. Вот, но перед этим я бы немножечко разложился бы, потому что у меня, во-первых, столько всяких книг, во-вторых, куча всяких интересных приколов, которые хотелось бы отсюда повытаскивать, сложить куда можно, по крайней мере. Вот, и, пожалуйста, у нас теперь есть куча зачарованных книг. Вот, типа, добычу 2 я бы точно наложил, острота 3, к примеру. И что здесь еще есть интересно? Эффективность, защита есть много на самом деле. Небесная кара есть. То есть, я правда не знаю, можно ли это все, конечно, соединять, но я бы в любом случае это все сначала бы зачаровал. Ну, если можно, по крайней мере, это зачаровать. Да, можно это меч зачаровать. Броню тоже можно зачаровать. То есть я бы лучше сначала это все зачаровал бы, а уже после, конечно, чем-то занимался, потому что, ну, хотелось бы что-то интересное получить. И что? Наш друже золото, нам надо 2 осколка души, которые делается с помощью... Я даже, если честно, уже немножко и подзабыл, с помощью какого крафта, но вроде бы с помощью 2 эссенций плавлений и 2 мана пыли, которая у меня здесь стоит. Ну, надо сейчас сделать, по крайней мере. И мы сейчас можем дождаться здесь монстров наших, которые, надеюсь, скоро появятся. Но я по миникарте, если что, учат следить, есть ли они или нет. Вот. Потому что у меня сейчас осколков души, как вы можете заметить, целых 0. Ну, или, кстати, у меня же есть малый самоцвет души.
ну который я потратил. Я закончил постройку хижина курьера. Особая доставка. О, ты смотри. У нас теперь есть курьер. Вон он. Так, а ты чё плачешь? Пожалуйста, улучши или постройте склад, чтобы я смог работать. Это я так предполагаю этот? Я так предполагаю, это как раз таки курьер, который у нас будет работать. Ну да, вот, пожалуйста. Позвать рабочего. Открытые запросы какие у тебя? Никаких. Но статистика построек. Ну можно посмотреть, что тут есть у нас. Вот, задачи. Выгрузка от фермы. То есть, да, потихонечку работать. Даже можно, на самом деле, улучшить это все. Зачем тебя позвал назад? Пусть сразу же улучшает, пусть будет. И он сейчас начал работу над рестораном. Кстати, это очень важно, потому что у нас ресторан отсутствует. И как раз с ресторана будет нестись еда к нашим друзьяшкам. И почему ты... Но, да, я в курсе, то, что это... эту еду есть нельзя. Потому что ты голодная. Почему ты не садишь, мне интересно? Здесь морковка должна расти. Здесь картошка. Ты картофель не сядешь. Или из-за того, что ты голодный, ты как раз из-за этого не сядешь. Может, из-за того, что ты голодная, может, ты из-за этого не садишь. Можно попросить, чтобы фермер построил это все. Я тебя покормил этим болгарским перцем. Да, эту, к сожалению... Кстати, я могу тебе пшеницу дать. Я могу тебе хлеба. Нет. Эта пища в некоторой степени приемлема для этих наших друзей. Знаешь что, извини меня, скоро ресторан, построится и будет тебе шоу. А ты что хочешь? Нужны лестницы? А лестниц у тебя нету, потому что где они? Кстати, сенсы плавления добывают. Вот это прям типчик крутой на самом деле. Так, что у нас там наш дорогой дровосек? Что у нас ты делаешь? Добываешь вроде, да? Опустить болтовню, да, ты добываешь. Да, потихоньку добывает. А что у тебя по ресурсам, скажи мне, пожалуйста? Тут яблочек куча, хлебушек куча. Кстати, вот это я бы забрал. Вот, смотри, куча дерева. Можно сейчас помочь нашему другу шахтеру и сделать кучу лестниц, потому что он даже так хочет, чтобы я это все ему дал. На, держи. Куча лестниц, куча дерева. Иди копай. Окей, давай сейчас я подожду тогда зомбиков, монстриков, всяких остальных. Нам хотя бы надо 2 каких-то любых существа буквально, для того, чтобы они вот здесь появились. Можно будет, кстати, 2-й уровень сделать, на самом деле. 2-й, может даже 3-й уровень сделать фармилки. Чтобы там просто фармилось больше монстров, потому что сейчас, так понимаю, там маловато существ копится. Но окей, без проблем. Не проблема. Ну и что, спустя небольшой промежуток мы получаем осколки души. Я этому очень рад. И мы можем сделать еще, получается, 2 таких вот крафта, да? Получается, да, все правильно, 2 таких крафта. Только для этого нам нужно сейчас немножко дернуть еще моностали. Монопыли, точнее. Чуть-чуть, буквально как. Также взять сейчас, получается, 1 осколок души. Не надо мне тут сразу 2. И по 2 золота, если я правильно помню. Да, я правильно помню. Все, мне осталось лишь сейчас пойти набрать немножечко воды в ведро, и мы сможем делать эти крафты. На самом деле, я бы там сейчас бесконечный источник бы поставил, дабы не париться, чтобы делать все эти рецепты здесь просто. Так у меня вот бесконечный источник стоит, тут тупой. Вот это я даю, конечно. Кстати, еще... Интересный факт. Салат дает регенерацию. Это я вот заметил, я немножко даже офигел от этого, потому что я думал то, что салат просто восполняет довольно много еды, а он еще при этом дает тебе еще и регенерацию. Вот это прям очень хорошо и очень классно и круто. А мы тем временем доделываем 2 волшебных золота. Кстати, еще появились зомбиков. И это зомби-крестьянин, что один, что второй. Блин, я бы их забрал на самом деле к себе. Почему я туплю, я не хочу их забрать себе? Они же, тем более, у меня же все, по сути, возможности есть для этого. Только у меня, как сказать, у меня есть возможности. У меня нет золотого яблока, к сожалению. Может, кстати, чуть-чуть там не хватит. На одно, да, на одно мне хватит 100 пудов. Естественно, мне на одно хватит. А на второе? Нам хотя бы 2 жителя надо для того, чтобы начать что-то делать. И, кстати, очень круто то, что нам выпала вот эта вот клетка монстра, потому что она нам потребуется для эссенции магии. Вот это бы я наладил, блин, я бы не знаю даже. Я бы очень много сейчас начал бы делать всего. Я бы на самом деле... Мне, кстати, в комментариях, во-первых, я же эту серию снимаю во время того, как вы что-то там пишете, уже 10-я серия вышла. Мне говорили в комментариях, чтобы я взял жизнь деревянные ножницы и вскопал любое растение. То есть буквально вот это. Да, смотри, комментатор был прав. И вот, пожалуйста, если вскопать, если даже вот так все сделать, вот видишь,
куча различных семян нам повыпадало. И я так понимаю, кстати, это способ как раз-таки, благодаря которому я бы мог добыть красные, ну, вот, любые семена, по сути. У меня и тыква теперь появилась. У меня появилось, да, на самом деле, много чего у меня появилось. Ну, куча винограда у меня появилась, да, понятное дело. Но виноград я не сильно хочу сейчас выращивать, и тем более он мне не сильно и нужен. Да, мне тем более 6-7 винограда есть. Вот, кстати, то, что очень хорошо, что у нас выросло сердце зомби, как выросло, добылось. И давай, ладно, давай не будем отходить от темы. Делаем трость изобретателя. Она делается довольно тяжело, потому что нам нужно создать здесь вот такую вот тему, а тут нужно прям жизни дерева. Но окей, это не проблема в целом. Но помимо всего этого надо нужно еще одну ветку. А здесь 2 ветки. Ну ладно, кирка жизни дерева есть, и нам осталось всего лишь вот опыленный аметистом стальной слит. Как раз для этого мне нужен аметист. Один еще единственный вот этот вот сталь, так называемая, мы сможем сделать нашу трость изобретателя. Потом мы сделаем курильницу, мы сделаем атам. Ну, атам, кстати, я могу и сейчас сделать. У меня же магический верстак есть, вот он. Можем и сейчас, по сути, атам сделать. Он делается в целом довольно просто. Мне нужно просто где-то сейчас серебро взять. Вот, допустим, есть серебро, потом кусочек золота, на это мы можем буквально вот это все переплавить. Вот кусочек золота, пожалуйста. Пютер у меня есть, слава богу, немножечко в кармане. Куда ты? Отдай. Можем сделать пьютеровые сейчас орнаменты. Что нам еще не хватает? Эндерджем, что? Да? Ну да. Давай сейчас сделаем атомик. Это нам нужно 1, 2, 3, 4, 5. Не так, вот так. Вот получаем наш атом. И также после этого получаем... Не сейчас, нам нужно где-то, а у меня стола кузнеца нету, да, я так предполагаю. Скорее всего, да, нету, к сожалению. Но сейчас сделаем что. Стол кузнеца у нас есть, давай поставим куда-то вот сюда. Соединяем здесь сталь с аметистом, получаем опылен аметистом стальной слиток и получаем наш первый посох, трость изобретать. А вот так палка, не обделенной магией. Также у нас завершено задание. Мы буквально сейчас продвинулись немножечко по нашим задачам. И да, мы можем, по сути, сейчас уже что-то доделать. Да, я надеюсь, мы можем колдовать. А там, кстати, если я не ошибаюсь, нужен много где. Колдовать это, конечно, круто, но дай мне, пожалуйста, мою книгу заклинаний, которая... И, походу, я не могу. Знаешь почему? Даже вот активация не работает. А, нет, работает, все хорошо, колдунство. Все, у меня где-то вот, видите, справа снизу появилась книжечка, да, вот, открывается у нас, собственно, заклинание, и мы можем выбрать перемещение, кровавые иглы, гроза, магический снаряд, и мы можем, наконец-то, колдовать. Смотри, наконец-то. Но есть большое но. У нас всего лишь 100 ман. Это чертовски для нас мало. Во-первых, мы можем, кстати, вызывать... спокойно даже на букву специальную это закрывают. Но есть одно маленькое но. Кстати, 21 пузырек опыта, спасибо. Это очень приятно. Но есть одно маленькое но в том, что у нас, во-первых, мало маны. Очень, поверьте мне, мало маны. То есть, в теории мне даже смысла сейчас, по сути, это нет. Потому что у меня маны мало очень сильно. Но ладно, чё уж. Ничего страшного, как говорится. И да, скорее всего, на этом мы будем тогда постепенно заканчивать. А где моя лопата, кстати, делась? Кто мне скажет? Он мне скажет, вот она моя лопата. Да, на этом мы будем постепенно заканчивать. Серия выдалась и так уже довольно интересная, длинная, крутая. Мы довольно много чего сделали. Мы побывали сегодня в первом нашем измерении. Также мы получили вот такой вот крутой широкий меч. Сделали вот такую красивую броню. И наконец-то мы можем колдовать. Да, конечно, это пока что слабенькая магия, но во всяком случае мы это делать можем. И да. На этом я буду это постепенно заканчивать. Спасибо всем огромнейшее за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Также не забывайте подписываться в телеграм-канал. Все ссылочки находятся в описании. Также и социальные сети разработчиков данной сборочки находятся в описании. Сайт, Discord, все остальные соцсети. Не забывайте подписываться, потому что всякого интересного. И если вы хотите купить сборочку, пожалуйста, заходите на сайт, покупайте и играйте в свое удовольствие. Ну а на этом мы пока не заканчиваем. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорых встреч, дорогие друзья. И еще услышимся. Пока!